Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я вам дарила множество ритуалов для одиноких женщин, для женщин, которые хотят создать семью, зазывы или вызов жениха. Хочу вам сказать, что очень многие женщины, нашли свое счастье и создали семью, чему я, естественно, рада. Хочу вам прочитать один голосовой, не голосовой, извиняюсь, СМС. Это из Чечни, не буду называть город. Я работала с ней, с ее сестрой, я работала с их мамой. У мамы была онкология, она лечилась, естественно, а я снимала смерть. И все у них теперь замечательно. Очень хорошо у них все сложилось, и это очень хорошо. Читаю. Как вы и говорили, ровно 2 года назад, когда я сделала аборт, вот так, заставил ее мужчина сделать аборт. Вы мне сказали, что я встречу другого мужчину, и у меня будет ребенок. Благодарю вас от всей души. Прошло ровно 2 года, я на 7-м месяце беременности. У меня будет мальчик. Я вам очень благодарна за все, что вы сделали для нашей семьи. Всех благ вам и самого наилучшего. Я очень рада, что была у вас личная, что знаю вас. Да, она была у меня лично. И у нее было такое состояние, когда, ближе к одержимости, не буду рассказывать, из-за чего это произошло, но было сделано на всю семью, и каждый по-своему пострадал. И когда я у нее сняла это все, она уехала туда и говорит, принимая душ, я слышу такой жуткий такой голос, гортанный, который говорит, зачем ты к ней пошла, я ее боюсь. И после этого, это был уже последний раз, когда она это слышала, после этого у нее постепенно жизнь начала меняться. То есть я к тому, что вот эти все работы, лично мной сделанные работы для женщин, у которых была тяжелая судьба, и они не могли создать семью, и то, что я им давала делать, это все дает результаты. И вот сейчас я хочу подарить вам очередной ритуал. Почему я их много дарю? Потому что, объясняю, у нас у всех разная генетика. У нас у всех разная энергия, происхождение разное. Это все влияет. Есть зов крови, есть сила рода, есть сила эгрегор нашей земли, эгрегора нашего народа и так далее. И каждому подходит свой особенный ритуал, понимаете? Если вдова долго не может выйти замуж, значит, муж ее мужчина не отпускает ее от себя. Вообще я советую вдовам не выходить замуж раньше, чем через 2 года хотя бы, если они не хотят снова стать вдовой. Если женщина выходит замуж или начинает жить с мужчиной раньше, чем хотя бы 1,5 года после смерти мужа, то есть большая вероятность снова быть вдовой. Потому что эта энергетика вдовства еще не ушло. Кроме того, душа остается в этом мире до года. Точнее, до того, как разлагается его тело. А мы знаем, что мы едим такие сейчас консерванты всякие, что наше тело может не разлагаться десятки лет. То есть получается, что муж из ревности может забрать нового мужа. Кроме всего прочего, существует определенный срок. Еще есть понятие дань памяти, моральное обязательство и многое другое. Не спешите быстро замуж. Есть 2 аспекта вдовства. Либо мужчина был пьющий, бьющий, такой, знаете, оскотинившийся какое-то существо, и она избавилась от него и рада. В любом случае, быстро выскочить замуж не стоит. Если вы встречаетесь, можете встречаться с человеком, но
представлять его, строить планы раньше, чем 1,5 года или 2 не нужно. Но бывают и случаи, когда муж был замечательный человек, и женщина очень мучается, не может найти замену. Да и вообще такое ощущение, как будто после смерти мужа все остановилось, и ее личная жизнь тоже. И у нее не получается отношения ни с кем, вообще не получается ничего в этой жизни. И вот таким женщинам нужно помочь избавиться от этого всего. Можете попробовать сами. Сильные работы, данные сильными ведьмами, помогают. Но, естественно, если не получится, уже нужно делать ведьме. Но обычно получается, если все сделаете правильно. Различные я вам давала работы, особенно есть ритуалы для одиноких женщин, как выйти замуж, чтобы сосватали, огромное количество работ. Но подарим еще одно именно на этот особый случай. Как видите, перед нами как раз образ вдовы, которая сидит над гробием мужа в грустном таком состоянии, задумчивом. Вот как выдать эту вдову замуж. Я не буду показывать вам алтарь, я не буду показывать вам все эти атрибуты по той причине, что есть ритуалы, которые нельзя повторять. То есть, если у тебя не такое же состояние, такое же положение, то то же самое делать не стоит, потому что все же ритуалы и работы, и слова, которые произносятся, они обладают огромной силой. Я просто вам объясню, что вам нужно будет делать, если вы правильно проведете те женщины, которые вдовы. Вы выйдете замуж. Итак, вам нужно, черные восковые свечи столько, сколько лет вы вдова. 5 лет у вас нету мужа, то есть вы не замужем, значит 5 свечей. В общем, столько лет, сколько вашему вдовству лет. Эти свечи нужно расставить так полукругом. Далее, обручальное кольцо ваше. Если вы не носите после смерти мужа, наденьте для этого ритуала. Если у вас нет обручального кольца или куда-то оно делось, купите для этого случая. Вам нужно обручальное кольцо. Пускай самое простое, маленькое, дешевое, но оно должно быть. Черный платок, ваш вдовий платок, которым вы оплакивали своего мужа. Опять же, если вы переехали, его нет у вас и так далее, значит, возьмите этот черный платок и сходите на его могилу. Зажгите там свечи, уберите у него там оградку и так далее. Не знаю, поправьте. Вы должны этим платком поучаствовать в каком-то траурном действии. Для людей, которые далеко находятся, и вот могила мужа не рядом. Идете на кладбище, находите могилу мужчины, вот одинокого мужчины, и ухаживаете за могилой этого мужчины 1 день. То есть убирайте, там можете цветы положить, зажечь свечи. Идете, покупайте черный платок для этого. С этим платком идете туда. Потому что вам нужен черный платок, который участвовал в оплакивании мужа и так далее. Свой вдовий платок. Если сохранили, то замечательно, потому что оно вам будет нужно. Итак, нет кольца, покупаем кольцо обручальное. Нет платка, берем этот платок, идем на кладбище к мужу. Если вы далеко живете, уже как бы нет возможности на его могилу сходить, выходите, находите могилу одинокого мужчины и ухаживаете за этой могилой. И приносите цветы или свечи ставите и уходите. Потому что этот платок потом будет участвовать в ритуале. Надеюсь, все поняли. Итак, обручальное кольцо, черный платок и столько свечей, сколько лет вашему вдовству. В четверг с 00 до 03 ночи, вот это время, укладывайтесь в это время. Зажигайте эти свечи, накиньте на голову этот платок,
наденьте на палец кольцо, садитесь напротив черного алтаря и произнесите 6 раз. Свечи поминальные горят, поминаю я своего усопшего супруга. Покой его душе, слезы выплакала, отдала ему дань уважения и верности. Этой ночью поминаю я не только душу ушедшего супруга, но и вдовство мое и одиночество. Милосердная Матерь Вселенная, сними заслон, убери вдовий венец, освободи, открой дорогу к браку. Как эти свечи горят от огня и тают, так горит и тает моя вдовья доля. Тает и растает. Это вы сказали 6 раз. Далее, когда вы это уже произнесли, снимите платок черный, положите на алтарь. И второй этап. Да, извиняюсь, вам заранее еще нужно купить или взять, если дома есть, цветастый или красный, в общем, любой другой цвет платок, не черный. Вот черный платок сняли, с этими словами положили на алтарь, накинули этот цветастый платок и говорите: я плакала, плакала, всю боль выплакала, черный венец сняла, светлый венец надела. Оставила черный платок, взамен взяла счастье за рог. Да будет так. И это говорите 6 раз. Это все сказали. Свечи должны догореть. Черный платок оставьте на алтаре. Догорели свечи, там потушите, оставьте это все на столе, то есть на алтаре или на столе, смотря где вы делаете. На следующий день берете этот платок, уходите в какое-нибудь место, может, лесополоса. Этот платок нужно сжечь. Сожгли. Рядом оставили эти свечи и столько же монет, сколько там было свечей. То есть сколько лет вашему вдовству. Оставили, отвернулись и ушли без слов. Идете на кладбище, на могилу своего мужа. Снимайте обручальное кольцо и говорите: отпусти меня в новый брак. Оставляйте это кольцо на его могиле, отворачивайтесь и уходите. Хотя бы полгода вы не должны идти туда больше. Если вы живете далеко, и у вас нет возможности идти на могилу мужа, идете на любое кладбище, на перекрестке, снимаете, положите туда, на кладбищенский перекресток, или то есть там, где дороги пересекаются на кладбище. Положите кольцо со словами точно так же. Называйте имя мужа и говорите: отпусти меня в новый брак. И уходите. Это первый этап, который вы должны сделать. Еще раз прочитаю, что вы должны говорить. Первое. Свечи поминальные горят, поминаю я своего усопшего супруга. Покой его душе, слезы выплакала, отдала ему дань уважения и верности. Этой ночью поминаю я не только душу ушедшего супруга, но и вдовство мое и одиночество. Милосердная Матерь Вселенная, сними заслон, убери вдовий венец, освободи, открой дорогу. Свечи горят и тают. Как эти свечи горят и тают, так мое вдовство сгорит и растает. Растает и сгинет. Тогда немножко по-другому сказала, сейчас это не важно. Напишем внизу один вариант, один произнесете. Все, снимайте этот платок. Вот когда вы 6 раз это произнесли, снимайте, положите на алтарь. И надевайте сразу, накидывайте на голову цветастый или любой другой платок, где нету черных цветов. И говорите опять же 6 раз. Я плакала, плакала, всю боль выплакала, черный венец сняла, светлый венец надела,
оставила черный платок, взамен взяла счастье за рог. Следующий день. Сжечь платок, огарки свечей положить там и столько же монет, сколько было свечей. Отвернуться, молча уйти. Пойти на могилу мужа, снять кольцо, положить и сказать: «Отпусти меня в новый брак». Если могила мужа далеко, идти на любое кладбище, найти кладбищенский перекресток, на перекрестке положить кольцо и сказать: «Отпусти меня в новый брак». И уйти. И через 3 дня, ровно через 3 дня, берете мед, значит, стакан воды и красную ленту. И точно так же 00 и 003 ночи 7 красных свечей зажигайте. И 7 раз произносите это заклинание. Свечи горят от огня жгучего, а женихи ко мне спешат от моего слова могучего. Заклинаю огнем и водой, воздухом и землей. Берете, добавляйте мед в воду, перемешивайте ложкой и говорите: как пчелы на мед слетаются и муравьи сбегаются, так и женихи, богатые да знатные, бегут к моему порогу. Сказали это 7 раз. Половину меда выпили, то есть воды, и вышли, и нужно вам вылить за порог. Неважно, вы в квартире живете или в доме частном, вы должны выйти и за порог вылить, стоя внутри дома. Вылили и сказали 7 раз: берите меня, духи, за руку и ведите к брачному алтарю. Да будет так. Далее, следующий день выходите, выносите этот, значит, огарки свечей, положите под дерево, и красный платок нужно завязать к ветке этого дерева и говорить: будущий муж мой, я тебя жду, приходи. Оставляйте горстку монет, неважно сколько, прям горстку, и говорите: берите, как мужчина появится, еще больше получите. И уходите. И как мужчина появится, он появится в ближайшее время, причем появится хороший человек, то есть поскольку духи плохого не дадут, вы приходите к тому же дереву, запомните где. Но если не запомните, к другому приходите, но желательно к тому же. И не нужно развязывать платок или что-то делать. Неважно, даже если кто-то забрал, это не страшно. Значит, приносите вино, открывайте вино, немножко нужно выплеснуть. И еще больше монет туда кинуть. И сказать: как обещала, так и плачу. И уходите. Все. Ваше вдовство закончится, будет новый брак. Еще раз говорю, второй этап. Уже 7 красных восковых свечей, 00 ночи, 003. Через 3 дня после первого этапа работы. Другим женщинам это не подходит, только вдовам. Говорите: свечи горят от огня жгучего, а женихи ко мне спешат от моего слова могучего. Заклинаю огнем и водой, воздухом и землей. Перемешиваете там ложку меда с водой и говорите: как пчелы на мед слетаются и муравьи сбегаются, так и женихи богатые да знатные бегут к моему порогу. Половину выпейте, половину выйдите, вылейте за порог. И говорите 7 раз: берите меня, духи, за руку и ведите к брачному алтарю. Да будет так. Но рассчитайте так, чтобы столько было воды, чтобы там прям лужа не образовалась. На следующий день выходите, привязываете красную ленту к дереву, выносите огарки свечей. Нужно положить под это дерево. Горстку монет кидаете. Привязывайте сначала платок, извиняюсь, говорите: будущий муж мой, я тебя жду, приходи. Потом горстку монет оставляйте под деревом и говорите: берите, как мужчина появится, еще больше получите. И когда он появится, не дожидайтесь брака. Вот он появился, он тот самый человек, встречаетесь, рады,
приносите еще больше монет. Если не помните то дерево, можно под другое. Не страшно. Вино открывайте, выплесните немного вина под дерево, остальное ставите, монеты кинули и сказали: как обещала, так и плачу. И уходите. Все, у вас будет счастливый брак и достойная жизнь. Потому что быть вдовой – это быть привязанной к силе мужа. Отсечение должно произойти. У африканских племен есть такая традиция, может, не очень хорошая, конечно, но в любом случае называется половое очищение. Когда мужчина умирает, то женщина обязана спать с кем-нибудь из мужчин. Это называется половое очищение, чтобы разорвать связь с ушедшим мужем. Грубо, но действенно. Почему? Потому что это реально так. Пока у вас в жизни не появился серьезный человек, человек, который вас любит и с которым вы уже хотите начать новую жизнь, у вас связь с ушедшим человеком. А поскольку он мертв, его энергия мертва, и ваша жизнь останавливается. Это не говорит о том, что все вдовы обязаны выйти замуж. Есть женщины, которые решили сохранить верность своему мужчине до конца жизни. И это их право, и я их могу вполне понять. Потому что, вы знаете, после торта говна не хочется. Уж лучше быть одной, чем с кем попало. Это правильная позиция. И тем более, если мужчина достоин этой верности и любви, то ничего страшного нет, если женщина остается вдовой или не выходит замуж. Вот не нужно ей это. И не нужно к этому относиться как-то с опаской и непониманием. Потому что иногда женщина после многих мучений и болезненных связей встречает человека и очень счастлива. И вот так получается, что этот человек уходит из жизни, и ей больше не хочется абсолютно испытывать какую-либо боль. Ей предпочтительнее жить с этой светлой памятью, понимаете? Поэтому считать, что если ты вдова, то непременно надо замуж и всеми там способами этого добиваться, это неправильно. Но если вы считаете, что вы готовы к новому браку, то почему бы нет? Проведите это и живите счастливо. Мы живем один раз. Второго шанса нам прийти на эту землю не дадут, невзирая на все эти сказки вокруг. Запомните это. Всем удачи, всех благ. И женщинам, которые одиноки, пусть это одиночество быстро закончится. Их усилиями, с помощью моих работ и благодаря силам, которые эти работы вам передают через меня. Всего хорошего.